Трамп и Путин говорили 2 часа. Какая перспектива испугала хозяина Кремля больше всего? Своеобразный флешмоб в оккупированном Крыму. После пожара в Феодосии черный дым поднялся над еще одной нефтебазой. Российская ПВО перешла на сторону ВСУ. Что сбили? Расскажем. Есть раненые и убитые. Стрельба в воинской части под Москвой. Груда металлолома. Россияне предприняли очередную попытку бронетанкового прорыва. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Пока Владимир Зеленский летел в Вашингтон, Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Беседа длилась 2 часа, и, похоже, прямо во время нее хозяину Кремля пришлось повисеть на проводе, пока его собеседник писал сообщение об этом в соцсети True Social. Трамп в своем стиле назвал беседу очень продуктивной. Стороны договорились о личной встрече в Будапеште. По словам президента США, новый саммит может состояться уже через 2 недели. До этого пройдут консультации на уровне советников. От США переговоры возглавит госсекретарь Марко Рубио. Путин, как отметил Трамп, поздравил его с установлением мира на Ближнем Востоке, а вот хозяин Белого дома, как подтвердили в Кремле, с прошедшим днем рождения своего собеседника и в этом случае не поздравил. Беседа состоялась по инициативе Кремля, и, похоже, главной целью было желание Путина пресечь или оттянуть момент передачи Киеву дальнобойных ракет. Трамп подтвердил, что эта тема обсуждалась, и московскому абоненту такая перспектива очень не нравится. Я действительно сказал, вы не против, если я подарю пару тысяч томагавков вашему противнику? Я ему это сказал, и я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась, ему действительно не понравилась эта идея. Правда, в своем стиле Трамп сделал оговорку, которая уже вряд ли понравится Владимиру Зеленскому и всем, кто поддерживает Украину. Нам тоже нужны томагавки для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать их запасы для нашей страны. Они очень грозные, очень мощные, очень точные. Они очень хороши. Но они нам тоже нужны. Я не знаю, что мы можем с этим поделать. Как думаете, что должен был ощущать Владимир Путин во время звонка Трампу, который совсем недавно назвал того бумажным тигром? Пишите в комментариях. Президент Украины по прибытии в Вашингтон прокомментировал последние новости сообщением в телеграм-канале. Путин точно не смелее, чем Хамас или какой-нибудь другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно подействует и в случае России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о томагавках. Владимир Зеленский в столице США провел ряд встреч с представителями военно-промышленных американских компаний, а также с министром энергетики и представителями этого сектора экономики США. После этого гостя ждет выступление в Конгрессе. Главная встреча в Белом доме запланирована на 20:00 по киевскому времени. О ней мы проинформируем вас в следующем выпуске. Пока Путин говорил по телефону с Трампом, его армия нанесла очередной удар по Украине. В ночь на пятницу 17 октября агрессора атаковали шахедами Кривой Рог и его окрестности. По данным главы городского совета обороны Александра Вилкула, силы ПВО сбили 22 беспилотника, однако более 10 ударов пришлись по объектам инфраструктуры. Возникли крупные пожары, в частности на территории одного из промышленных предприятий. Электроэнергетика области серьезно пострадала. Без света остались 25 населенных пунктов. В городе приостановлено движение троллейбусов. Пожары уже потушены, информации о пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ночью 17 октября оккупированный Крым испытал атаку дронов. Одной из целей стала нефтебаза в поселке Гвардейский под Симферополем. По данным мониторингового канала «Крымский ветер», удар пришелся по объекту крупнейшей местной сети АЗС «Атан». Местные жители сообщили о мощных взрывах и огромном столбе дыма, который было видно за много километров. По предварительным данным, могли также пострадать склад боеприпасов и аэродром рядом с Гвардейским. Также
взрывы ночью раздавались в Симферополе, Саках и Новофедоровке, отметил «Крымский ветер». Сообщается об аварийном выключении подстанции в Саках. Также перебои с электричеством возникли, в частности, в Евпатории. Минобороны РФ уточнила, что за ночь якобы сбили 61 украинский БПЛА, 34 на территории аннексированного Крыма. Но было громко не только в Крыму. В Донецке дроны попали по складу боеприпасов. Очевидцы видели и слышали вторичную детонацию. Во Владимире, в 600 километрах от украинской границы, похоже, поражена местная подстанция. Это крупный узел, обеспечивающий связь между энергосистемами центрального региона России. Мощный пожар возник на подстанции в Черкасах, Самарской области. У некоторых местных жителей по этому поводу возникли очень эмоциональные комментарии. Сань, все, Абдулинский участок раком стал. Индийские НПЗ начали резко снижать закупки российской нефти. Объемы поставок могут упасть наполовину, сообщает Reuters. Решение стало результатом торговых переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном. По данным агентства, США увязали отмену части повышенных тарифов с сокращением импорта российского черного золота. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал полностью отказаться от таких закупок. Однако МИД Индии не подтвердил факт разговора между лидерами стран. После начала полномасштабной войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти со скидкой, заняв место западных стран. Сейчас Россия покрывает около 40% нефтяных потребностей страны. Но Нью-Дели уже ищет альтернативы, в первую очередь в Иране и Венесуэле. Уважаемые подписчики, обращение к вам. Ведь именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Украинские силы сорвали очередную крупную попытку наступления российской армии на Очеретинском направлении, уничтожив и повредив большое число бронетехники. Накануне враг начал штурм в районе Доброполья, пытаясь прорваться к селу Шахово. В атаку пошли 22 машины, танки и БМП. Основная колонна двинулась из Малиновки, но была обнаружена разведкой и накрыта огнем еще до выхода на позиции. Артиллерия и FPV-дроны Азова уничтожили первые цели, после чего бой продолжался 2,5 часа. В итоге уничтожено 9 единиц техники, еще 4 повреждены. В пятницу Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты потеряли в сентябре 70 танков и 65 бронированных машин. Но еще более впечатляют потери в живой силе. Почти 29 тысяч солдат, что в 2 раза превышает потери СССР в Афганистане за 10 лет. Помогли в демилитаризации российской армии и сами россияне. В ночь на 17 октября в районе оккупированного Крыма, по предварительным данным, ПВО захватчиков сбило собственный самолет Су-30СМ. Об этом сообщил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в прямом эфире телеканала «Апостроф». Инцидент произошел во время атаки украинских дронов на объекты оккупантов на территории полуострова. Информацию о событиях подтверждают и местные источники. Но опасность подстерегает российского солдата и глубоко в тылу. В одной из воинских частей под Москвой в Наро-Фоминском районе произошла стрельба, но украинский спецназ тут ни при чем. По данным Минобороны РФ, огонь открыл военнослужащий срочной службы и в результате смертельно ранил сослуживца-контрактника. После этого он покончил с собой. Однако источники РЕН-ТВ и Ленты.ру утверждают, что ситуация гораздо серьезнее. Они сообщают, что есть еще 5 раненых. Следствие рассматривает версию о неуставных отношениях как возможном мотиве. На месте работает комиссия главного командования ВКС. Возбуждено уголовное дело. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции сообщила об аресте 4 человек, готовивших покушение на российского правозащитника и основателя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина. Как пишет Le Parisien, среди задержанных граждане Франции и выходцы из Дагестана. Им от 26 до 38 лет. Расследование началось еще 19 сентября, а операция по задержанию прошла 13 октября при участии французской разведки. И вот информация попала в СМИ. Ее подтвердил и сам Владимир Осечкин. Конечно же, хотел
сказать мерси боку, в первую очередь спасибо огромное французской полиции, Police Nationale. Спасибо большое DGSE и всем, кто принимал участие в поимке и этих бандюганов, киллеров, неудачников, и кто в целом работает, чтобы пресекать подобные грязные путинские кровавые схемы в Европе и во Франции. Осечкин уехал из России во Францию 10 лет назад. Он является основателем ресурса «ГУЛАГу нет», известным публикациями о пытках в российских колониях. На фоне нагнетания антиукраинских настроений в польском обществе появилась новость совсем противоположного характера. В Польше зарегистрировали рекордное число польско-украинских браков. Согласно появившейся статистике, за прошлый год было заключено почти 5400 таких союзов. В 2023 году таких браков было только чуть более 2200, а в 2015 лишь 715. Как сообщает Польское радио для Украины, социологи объясняют такой рост просто. Украинцы дольше живут в Польше, обустраиваются, строят планы на будущее и хотят узаконить отношения, нормализовать жизнь, как говорят исследователи. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.